Канал Валерия Табакова представляет «Дело Ирины Фарион. 30 вопросов допроса Софии Особы от Зинченко 2 сентября 2025 года». Здравствуйте, дорогие зрители моего YouTube-канала. Я Валерий Табаков, юрист. И мы объективно и профессионально разбираем громкие судебные процессы в Украине. Сегодня 27 августа 2025 года, и мы погружаемся в одно из самых резонансных дел современной Украины – дело об убийстве Ирины Фарион, известного политика, филолога и националистки, застреленной 19 июля 2024 года во Львове. Это дело не только о трагедии одной семьи, но и о сложных политических, идеологических и общественных вопросах, которые волнуют миллионы. Через несколько дней, 2 сентября 2025 года, в Шевченковском районном суде Львова состоится важный этап – допрос Софии Семчишин, особы, дочери Ирины Фарион, которая имеет статус потерпевшей и активно обвиняет подозреваемого, 18-летнего, теперь уже 19-летнего Вячеслава Зинченко. Ее показания могут стать поворотным моментом в расследовании, в судебном следствии, которое уже более года остается в центре внимания украинской общественности. Есть ключевые аспекты, которые требуют особого анализа и нашего внимания. Это конфликты Ирины Фарион внутри партии «Свобода», которые могли создать мотивы для убийства, а также поведение Софии, особы, вызывающие вопросы у общественности и следствия. В этом видео я, как независимый юрист, освещающий судебный процесс, разберу все, что известно о деле на основе открытых источников, новостей, заявлений правоохранительных органов, постов в соцсетях и судебных материалов. Также я представлю расширенный список из 30 вопросов, которые могли бы задать Софии на допросе суд, адвокаты или сам Зинченко, который, как обвиняемый, имеет процессуальное право участвовать в перекрестном допросе. Для каждого вопроса я прокомментирую, зачем он нужен, какие ответы возможны, какую цель преследует и что может установить. Также мы разберем конфликты Фарион в партии «Свобода», которые могут указывать на альтернативные мотивы преступления. Моя цель не обвинять кого-либо, а проанализировать факты, чтобы приблизиться к правде. Это будет очень подробный разбор, так что устраивайтесь поудобнее. Мы проведем достаточное время, чтобы разобрать все детали. Поехали! Начнем с ключевых фактов, чтобы восстановить картину событий 19 июля 2024 года, около 19:30. Ирина Фарион, известная как яркий националист, филолог и бывший народный депутат от партии «Свобода», была застрелена у своего дома на улице Масарика, 3 во Львове. Убийство произведено выстрелом в голову. Пуля, предположительно калибра 9 на 18 мм и предположительно из пистолета Макарова. Оружие до сих пор не найдено в полном комплекте, хотя в августе 2024 года полиция обнаружила пистолет во время обысков, но его связь с делом окончательно не подтверждена. На месте преступления найдена гильза, а камеры зафиксировали подозрительного человека в панамке и очках, который, по версии следствия, мог быть причастен. Главный подозреваемый, 19-летний Вячеслав Зинченко из Днепра, задержан 25 июля 2024 года. Следствие
проводимое СБУ и нацполицией, утверждает, что Зинченко следил за Фарион 2 недели, арендовал 3 квартиры во Львове и действовал из личной неприязни к ее языковой позиции. Фарион была известна радикальными высказываниями о защите украинского языка и критикой русскоязычных, что вызывало споры. В августе 2025 года в суде были представлены аудиозаписи, где Зинченко якобы говорит, что Фарион разделяла общество по языковому признаку, и это стало его мотивом. Однако улик в деле недостаточно. Нет прямого видео момента убийства, а мотивы Зинченко остаются спорными. Следствие не доказало, был ли он одиночкой или частью заговора. Следствие рассматривает несколько версий. Личная неприязнь Зинченко, его возможные связи с неонацистскими группами, такими как НСВП, которые могли видеть в Фарион расового предателя за ее национализм и так называемый российский след, который поддерживает партия «Свобода». Расследование продлено было до января 2025 года, и в сентябре 2024 года появились новые данные. Экспертиза ДНК и запахов, указывающих на возможных соучастников. Судебное заседание продолжается. В феврале 2025 года Зинченко перевели в другое СИЗО из-за угроз в его адрес. София Семчишин, дочь Ирины Фарион, играет центральную роль в этом деле. Она активно обвиняет Зинченко, требуя для него пожизненного заключения. И даже угрожала ему в суде, называя подлецом и желая ему сдохнуть в тюрьме. Ее эмоциональность, осведомленность о слежке за матерью, включая попытку убийства 17 июля 2024 года и упоминание о предчувствиях перед трагедией, вызывают вопросы. В январе 2025 года София опубликовала видео с камер наблюдения, где виден подозрительный человек в перчатках у дома матери 17 июля, что она назвала неудачной попыткой убийства. Это видео, а также ее публичное заявление усиливают интерес к ее роли в деле. Сегодня мы разберем, кто такая София, почему ее допрос важен, а также конфликты Ирины Фарион в партии «Свобода», которые могут указывать на альтернативные мотивы преступления. София Семчишин, также известная как София Особа после замужества, дочь Ирины Фарион от первого брака. До убийства матери она не была публичной фигурой, но после трагедии взяла на себя роль продолжательницы ее идей. София активно продвигает украинский язык через проект «Ген украинцев», который был близок к Фарион, и ввела термин «фарионизация» как замену бандеризации для укрепления национальной идентичности. Она требует установить памятник матери во Львове и переименовать улицу Масарика в ее честь. Ее муж Василий Особа, зять Фарион, погиб на фронте 6 октября 2024 года на северском направлении в зоне боевых действий. Отец Фарион, дед Софии, служит в ВСУ. София – мать 2 детей. Эвы, 2017 год рождения, и Дмитрия, 2019. И часто упоминает их в своих эмоциональных обращениях, подчеркивая связь с матерью и ее идеями. Как потерпевшая в деле об убийстве,
статья 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», София имеет процессуальные права, включая участие в допросах и дачу показаний. Однако ее поведение вызывает вопросы. В июле 2024 года адвокат Зинченко Игорь Сулейма заявил о возможном уголовном деле против Софии за угрозы убийством и изнасилованием Зинченко, зафиксированные на видео в суде. Это не привело к ее аресту, но усилило общественные споры. В августе 2024 года София получила государственную охрану из-за угроз в ее адрес, что также поднимает вопрос, были ли эти угрозы реальными или частью медийной стратегии. В январе 2025 года она подала ходатайство о компенсации 15 миллионов гривен от Зинченко, заявив, что передаст их в ВСУ в память о погибшем муже. Особенно примечательно ее заявление о событиях перед убийством. София знала о так называемой попытке убийства 17 июля 2024 года. Подозрительный человек в перчатках, в панамке и очках был замечен у дома Фарион при температуре плюс 30 градусов Цельсия. В интервью ТСН в июле 2024 года она упомянула предчувствие и тревогу за 2 недели до трагедии, а также знаки, такие как пустой рабочий стол матери, который Фарион якобы оставила впервые за годы. В январе 2025 года София опубликовала видео с камер наблюдения. 17 июля Фарион вернулась домой в 17:13 после записи гена украинцев и зашла в подъезд быстрее, чем ожидал злоумышленник. Это видео усиливает версию о слежке, но поднимает вопрос, почему София не сообщила о подозрениях сразу. В соцсетях появляются слухи о ее возможной причастности. Пророссийские аккаунты публикуют посты с намеками на семейные мотивы или даже прямые обвинения вроде «София, ты сама убила маму». Вопрос. Эти сообщения, скорее всего, являются дезинформацией, особенно учитывая их источник, но они подогревают общественный интерес. Следствие проверяет 291 мобильный номер, связанный с делом, включая контакты неустановленных лиц, арендовавших квартиры во Львове. Если среди них есть номер Софии, это может стать явной уликой. Допрос 2 сентября – шанс прояснить ее роль. И Вячеслав Зинченко, как обвиняемый, может лично задавать вопросы, чтобы защитить себя или указать на другие версии преступления. Теперь перейдем к важному аспекту, который может быть ключом к пониманию мотивов убийства. Конфликты Ирины Фарион внутри Всеукраинского объединения «Свобода». На основе открытых источников, новостей, статей в СМИ, Википедии, заявлений партии и постов в соцсетях до 2025 года я выделил основные эпизоды, которые показывают, что у Фарион были враги, в том числе среди соратников по партии. Эти конфликты могли создать мотивы для угроз или даже убийства. И София, как близкий человек, могла знать об этих напряжениях. Давайте разберем их подробно. Первый. Вступление в свободу
и скандал с КПСС. Ирина Фарион вступила в ВО «Свобода» в 2005 году как ультраправая националистка и филолог, активно продвигающая украинский язык. Она баллотировалась в Верховную Раду в 2006 и 2007 годах, но не прошла, пока не стала народным депутатом в 2012 году. Уже в начале ее карьеры в партии возник серьезный скандал, связанный с ее прошлым. В 2013 году журналисты издания «Захид.нет» опубликовали архивные документы, протоколы парткома Львовского государственного университета, подтверждающие ее членство в Коммунистической партии Советского Союза в 1988-1989 годах. Фарион сначала отрицала это, но затем признала: «Я вступила по мотивам карьерного роста, но вышла через год из-за идеологических конфликтов». Этот факт вызвал раскол внутри «Свободы», которая позиционировала себя как антикоммунистическую силу. Некоторые члены партии, особенно старшая гвардия из Львова, обвиняли Фарион в нечистоте и использовали ее прошлое как аргумент против ее лидерства. Лидер партии Олег Тягнебок публично защищал Фарион, называя нападки провокацией врагов, но ее позиции в партии пошатнулись. Этот скандал сделал ее уязвимой для критики как внутри «Свободы», так и со стороны оппонентов. Второе. Скандалы в Верховной Раде и внутренние разногласия. С 2012 по 2014 год, будучи народным депутатом, Фарион возглавила подкомитет по вопросам высшего образования и активно продвигала языковую политику. Она подавала судебные иски против коммунистов, например, против Александра Зубчевского за отказ говорить по-украински в публичных выступлениях. Однако ее радикальные взгляды вызывали раскол в партии. Фарион открыто критиковала «Свободу» за мягкость в языковых вопросах и за компромиссы с другими политическими силами, такими как «Батькивщина» или «Удар» во время коалиционных переговоров. В 2013 году ее высказывания о русскоязычных украинцах, которых она называла генетическим мусором и дегенератами, вызвали бурю негодования. Молодежное крыло «Свободы», особенно из восточных регионов, поддерживало ее радикализм. Но старшая гвардия из Львова, включая некоторых лидеров, считала такие заявления провокацией, вредящей имиджу партии. В официальном заявлении «Свобода» осудила ее за провокации против украинского языка, хотя и не исключила из партии. После Евромайдана 2014 года, когда «Свобода» потеряла значительную часть влияния, Фарион обвиняла коллег в предательстве националистических идеалов, что еще больше обострило внутренние конфликты. Третье. Конфликты после ухода из активной политики. После 2014 года Фарион отошла от большой политики, сосредоточившись на преподавательской деятельности во Львовской политехнике и публичных выступлениях. Однако конфликты продолжались. В 2023 году студенты политехники организовали митинги против нее с плакатами «Образование без коммунистов», ссылаясь на ее прошлое в КПСС. Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по этому поводу, обвиняя организаторов в провокациях. А Фарион была уволена из университета, но позже восстановилась через суд. Этот инцидент вызвал кризис в партии «Свобода».
Сама партия заявила о московском следе в протестах, но некоторые члены партии, особенно из старшего поколения, обвиняли Фарион в самосаботаже имиджа партии из-за ее радикальных действий. Еще один громкий скандал произошел в 2023 году, когда Фарион опубликовала данные студента из Крыма, поддерживавшего Украину в своем телеграм-канале. Это привело к его аресту ФСБ России, и Фарион подверглась резкой критике даже среди националистов. Например, крымско-татарская активистка Тамила Ташева назвала ее действия безответственными. Этот инцидент разделил националистическое сообщество. Молодые радикалы из восточных регионов поддерживали ее жесткую антироссийскую позицию, но Западная гвардия свободы считала ее слишком токсичной. Фарион также выступала за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата, что было реализовано в 2023 году, но ее радикальная риторика усиливала раскол внутри партии. Четвертое. Итог конфликтов и их связь с делом. Конфликты Фарион в свободе были как идеологическими: языковая политика, декоммунизация, антироссийская позиция, так и личными: прошлое в КПСС, провокационное высказывание. Они создали ей врагов как внутри партии, так и среди внешних оппонентов, включая пророссийские силы и даже умеренных националистов. После убийства «Свобода» заявила: это преступление Москвы. За язык стреляют в висок, подразумевая российский след. Однако внутренние враги в партии, недовольные ее радикализмом или репутацией, могли иметь мотив для заказа. В 2025 году партия потребовала нейтрализации агентуры врага, но не назвала конкретных лиц. София, как дочь Фарион, могла знать об этих конфликтах и угрозах. Ее близость к матери и националистическим кругам делает ее ключевым свидетелем. Нет прямых доказательств, что конфликты в свободе связаны с убийством, но это версия, которую следствие обязано проверить. Вячеслав Зинченко, как обвиняемый, может использовать эти конфликты в своих вопросах на допросе, чтобы указать на альтернативные мотивы и ослабить обвинение против себя. Допрос Софии Семчишин, назначенный на 2 сентября 2025 года в Шевченковском районном суде Львова, ключевой этап в деле. Как юрист, освещающий процесс, я составил расширенный список из 30 вопросов, которые могли бы задать суд, адвокаты и сам Вячеслав Зинченко, используя свое процессуальное право на перекрестный допрос как обвиняемый. Для каждого вопроса я дам комментарий, возможные ответы, цель и то, что может установить ответ. Вопросы разделены на 5 категорий: семейные отношения и мотивы, алиби и хронология, связи с подозреваемым и окружением, поведение в суде и угрозы, а также технические и материальные следы. Моя задача не обвинить Софию, а предложить объективный анализ, чтобы выявить возможные нестыковки и приблизиться к правде. Первое. Семейные отношения и возможные мотивы. 6 вопросов. Первый вопрос.
София, были ли у вас с матерью разногласия по поводу ее радикальной националистической позиции или вашего участия в ее проектах, таких как «Ген украинцев»? Комментарий к вопросу. Зинченко может задать этот вопрос, чтобы показать возможное семейное напряжение, особенно учитывая, что София взяла на себя роль продолжательницы дела матери. Возможные ответы. Нет, мы были очень близки и разделяли ее взгляды. Или были мелкие споры, но несерьезные. Цель вопроса. Выявить скрытые конфликты, которые могли бы указывать на мотив. Что может установить этот вопрос? Если София признает разногласия, это может намекать на мотив, связанный с наследством или идеологическим контролем. Если отрицает, но другие свидетели, например, друзья Фарион, укажут на споры, это подорвет достоверность ее ответов. Второй вопрос. После гибели вашего мужа на фронте 6 октября 2024 года испытывали ли вы финансовые трудности? Могла ли смерть матери повлиять на ваше положение, например, через наследство или контроль над ее наследием? Комментарий к вопросу. Зинченко может сослаться на публичные данные о смерти Василия Особы, чтобы проверить финансовый мотив. Возможные ответы. Да, были трудности, но мать помогала. Или нет, мы справлялись самостоятельно. Цель вопроса. Проверить, могли ли финансовые проблемы стать мотивом для организации или невольного содействия преступлению. Что может установить ответ? Признание трудностей может указывать на мотив, связанный с наследством Фарион. Отрицание потребует проверки банковских записей, чтобы исключить подозрительные переводы. Третий вопрос. Обсуждали ли вы с матерью ее планы по фарионизации? Были ли у вас разногласия о том, кто продолжит ее дело? Комментарий к вопросу. Зинченко может подчеркнуть, что София активно продвигает фарионизацию, чтобы намекнуть на борьбу за лидерство. Возможные ответы. Да, она доверяла мне продолжение дела. Или не было разногласий. Цель вопроса – выявить возможные идеологические или личные конфликты за контроль над наследием Фарион. Что может установить ответ? Если разногласия были, это может указывать на мотив ревности или конкуренции. Если нет, но другие показания противоречат ответу, это подрывает правдивость показаний Софии. Четвертый вопрос. Знали ли вы о врагах Ирины Фарион в партии «Свобода», включая конфликты из-за ее прошлого в КПСС в 1988-1989 годах? Комментарий к вопросу. Зинченко может использовать публичные данные о скандале с КПСС, чтобы указать на альтернативные мотивы убийства. Возможные ответы. Да, знала о спорах в партии. Или не знала деталей. Цель – проверить, была ли София осведомлена об угрозах со стороны партийных врагов. Что может установить ответ? Если знала о врагах и не сообщила,
это может указывать на упущение или сокрытие. Если называет имена, это открывает версию внутреннего заговора в свободе. Пятый вопрос. Упоминала ли мать угрозы от коллег в свободе после ее скандалов в 2013-2023 годах, например, из-за ее высказываний о русскоязычных? Комментарий к вопросу. Зинченко может сослаться на публичные скандалы, чтобы перевести фокус на партийные мотивы. Возможны ответы. Да, она упоминала угрозы. Или нет, она не делилась такими подробностями. Цель вопроса – установить, знала ли София о конкретных угрозах, которые могли привести к убийству. Что может установить ответ? Если знала об угрозах, это подтверждает версию о партийных врагах или российском следе. Если отрицает, но другие свидетели подтвердят это опять же подорвет правдивость показаний Софии. Шестой вопрос. Были ли у вас семейные обсуждения о ее увольнении из Львовской политехники в 2023 году? Или конфликтах с СБУ из-за публикации данных студента из Крыма? Комментарий к вопросу. Зинченко может использовать скандалы 2023 года, чтобы показать стресс в семье Фарион. Возможные ответы. Да, обсуждали. Это было тяжело. Или не помню таких разговоров. Цель вопроса. Выявить, как конфликты матери влияли на семейную динамику и могли ли создать мотив. Что может установить ответ? Если обсуждали, это может указывать на мотив мести или напряжения. Если отрицает, но другие источники, например, коллеги Фарион, подтвердят, это укажет на ложь. Вторая группа вопросов. Алиби и хронология событий. 8 вопросов. 7 вопрос. Где вы находились 17 июля 2024 года, когда заметили подозрительного человека в перчатках, в панамке и очках у дома матери? Почему вы не сообщили в полицию? Комментарий к вопросу. Зинченко может сослаться на видео, опубликованное Софией в январе 2025 года, чтобы проверить ее действия. Возможные ответы. Я была дома и испугалась, поэтому не сообщила. Или я сразу сообщила в полицию. Цель. Проверить алиби Софии и ее реакцию на явную угрозу. Что может установить ответ? Если не сообщила, это может указывать на соучастие или умышленное бездействие. Если сообщила, это потребует проверки полицейских записей. 8 вопрос. Говорили ли вы с Ириной Фарион о так называемой попытке убийства 17 июля 2024 года? Если да, что она ответила? Комментарий к вопросу. Зинченко может использовать ее интервью ТСН о попытке покушения, чтобы уточнить детали. Возможные ответы. Да, она была встревожена. Или нет, не обсуждали. Цель. Установить, знала ли София об угрозе и предупреждала ли мать. Что может установить ответ? Если обсуждали, это подтверждает ее
осведомленность о слежке? Если нет, это может указывать на сокрытие или отсутствие реальной тревоги. 9 вопрос. Знали ли вы о неизвестном человеке в панамке и очках, который, по данным следствия, постоянно находился во дворе дома на Масарика 3? Когда вы впервые о нем узнали? Комментарий к вопросу. Зинченко может сослаться на данное следствие о камерах, чтобы проверить ее осведомленность. Возможные ответы. Узнала из видео следствия или слышала от соседей раньше. Цель вопроса. Установить, когда и как София узнала о слежке. Что может установить ответ? Если знала раньше, это может указывать на связь с Зинченко или соучастниками. Если узнала позже, это подтверждает ее версию, но требует проверки. 10 вопрос. В день убийства, 19 июля 2024 года в 19:30, где вы были? Общались ли вы с матерью по телефону или в мессенджерах? Комментарий. Зинченко может уточнить ее местоположение, ссылаясь на данные о вызове такси «Фарион». Возможные ответы. Я была дома и звонила ей. Или не помню точно, не общались. Цель. Проверить алиби Софии в момент убийства. Что может установить ответ? Если общалась, это может указывать на координации. Если не была на связи, это подтверждает алиби, но требует проверки звонков. 11 вопрос. Почему, собираясь в Болгарию, вы с матерью решили выехать на вокзал не из своих квартир, а именно из вашей? Кто предложил этот план? Комментарий к вопросу. Зинченко может задать гипотетический вопрос. Поездка в Болгарию не подтверждена, но упомянута в запросе, чтобы проверить логистику. Возможные ответы. Это был ее план для удобства. Или не было такой поездки. Цель. Проверить, могла ли София невольно или умышленно изменить маршрут матери. Что может установить ответ? Если план был ее, это может указывать на умышленное создание условий для убийства. Если отрицает поездку, это требует проверки ее перемещений. 12 вопрос. Куда направлялась Ирина Фарион 19 июля 2024 года, вызвав такси? Знали ли вы о ее планах на тот вечер? Комментарий. Зинченко может сослаться на данные следствия о вызове такси. Возможные ответы. На встречу с коллегами. Или я не знала ее планов. Цель. Установить, знала ли София о маршруте матери, что могло помочь в слежке. Что может установить ответ? Если знала, это может указывать на передачу информации злоумышленникам. Если нет, это подтверждает ее версию, но требует проверки. 13 вопрос. Были ли у вас предчувствия о слежке за матерью до 17 июля? Почему вы не предприняли мер, чтобы усилить ее безопасность? Комментарий. Зинченко может использовать ее интервью ТСН о предчувствиях. Возможные ответы. Были, но я не ожидала убийства. Или нет, ничего не замечала. Цель. Проверить, почему София не действовала при явных признаках угрозы. Что может установить ответ?
Если предчувствия были, это подтверждает ее знание об угрозе, но бездействие может указывать на соучастие. 14 вопрос. Знали ли вы о маршрутах и расписании матери в июле 2024 года, которые могли помочь в организации слежки? Комментарий. Зинченко может спросить о повседневной жизни Фарион. Возможные ответы: да, как дочь знала ее график, или нет, она не делилась. Цель: установить, могла ли София предоставить информацию для слежки. Что может установить ответ? Если знала детали, это может указывать на невольную или умышленную помощь злоумышленникам. Третье. Группа вопросов. 6 вопросов о связи с подозреваемым и окружением. 15 вопрос. Были ли у вас контакты с Вячеславом Зинченко или людьми из Днепра до июля 2024 года, например, через соцсети или националистические группы? Комментарий к вопросу. Зинченко может задать прямой вопрос, чтобы исключить себя как ее знакомого. Возможные ответы: нет, никогда не знала его, или случайно пересекались. Цель: проверить наличие прямых или косвенных связей с подозреваемым. Что может установить ответ? Если контакты были, это может указывать на соучастие или координацию. 16 вопрос. Среди 291 номера, проверяемых следствием, есть ли ваш? Общались ли вы с неустановленными лицами, арендовавшими квартиры во Львове в июле 2024 года? Комментарий к вопросу. Зинченко может сослаться на данные следствия о номерах. Возможные ответы: нет, мой номер не связан, или не знаю, кто арендовал. Цель: установить, есть ли ее номер среди проверяемых. Что может установить ответ? Если номер есть, это улика возможной координации. 17 вопрос. Как вы узнали о мотивах Зинченко? Читали ли вы его аудиозаписи или манифест до их огласки в суде? Комментарий. Зинченко может спросить о ее уверенности в его вине. Возможные ответы: из новостей, или не читала, но знала. Цель: проверить, имела ли София доступ к конфиденциальной информации. Что может установить ответ? Если читала раньше, это указывает на утечку или инсайд. 18 вопрос. Знали ли вы о возможных связях Зинченко с неонацистскими группами, такими как НСВП? Могла ли мать быть целью из-за ее антироссийской позиции? Комментарий. Зинченко может указать на российский след. Возможные ответы: нет, не знала, или подозревала из-за ее позиции. Цель: проверить осведомленность о внешних угрозах. Что может установить ответ? Если знала, это подтверждает версию заказа. 19 вопрос. Имели ли вы связи с националистическими кругами партии «Свобода», где у матери могли быть враги? Комментарий. Зинченко может намекнуть на партийный заговор. Возможные ответы: да, как дочь знала круг, или нет. Цель: установить связи с врагами Фарион. Что может установить ответ? Если да, это может указывать на инсайт или соучастие. 20 вопрос. Общались ли вы с членами партии «Свобода» о конфликтах Фарион
после ее смерти? Если да, что они говорили? Комментарий. Зинченко может спросить о реакции партии. Возможные ответы: да, обсуждали убийство, или нет. Цель проверить, обсуждала ли София мотивы с партией. Что может установить ответ? Если обсуждала, это может указывать на скрытые мотивы. Четвертая группа вопросов. Поведение в суде и угрозы. 5 вопросов. 21 вопрос. В суде вы угрожали Зинченко, называя его подлецом и желая ему смерти. Почему вы выбрали такой тон? Считаете ли это уместным для потерпевшей? Комментарий. Зинченко процитирует ее слова из июля 2024 года. Возможные ответы. Это было от горя или считаю уместным. Цель – дискредитировать ее как предвзятую. Что может установить ответ? Если оправдает угрозы, это подорвет ее статус потерпевшей. 22 вопрос. После убийства вы получили государственную охрану из-за угроз. Можете ли назвать их источники? Были ли эти угрозы реальными? Комментарий. Зинченко может намекнуть на симуляции. Возможные ответы. Из соцсетей, анонимы или да, реальные. Цель проверить реальность угроз. Что может установить ответ? Если угрозы фейковые, это может быть манипуляцией. 23 вопрос. Почему вы с самого начала были уверены в вине Зинченко? Была ли у вас информация о нем до официального объявления следствия? Комментарий. Зинченко об ее обвинении. Возможные ответы. Из новостей или интуиция. Цель. Источник уверенности. Что может установить ответ? Если знала раньше, это указывает на утечку. 24 вопрос. Как получение охраны после убийства повлияло на ваше участие в деле? Ограничивало ли это ваши действия? Комментарий. Зинченко о статусе. Возможные ответы. Нет или ограничивало. Цель. Влияние на показания. Что может установить ответ? Если ограничивало, это может быть давлением. 25 вопрос. Были ли ваши публичные заявления о российском следе в убийстве согласованы с партией «Свобода» или другими лицами? Комментарий Зинченко о версии. Возможные ответы. Мое мнение. Или да, с партией. Цель – координация. Что может установить ответ? Если согласованы, это может быть пропагандой. 5 группа вопросов. Технические и материальные следы. 5 вопросов. 26 вопрос. Готовы ли вы предоставить свои телефоны, мессенджеры и финансовые записи для экспертизы, чтобы исключить любые подозрения? Комментарий. Зинченко потребует проверки. Возможные ответы. Да или нет. Конфиденциально. Цель. Доказательства. Что может установить ответ? Отказ. Подозрение в соучастии. 27 вопрос. Проверяли ли ваши устройства на наличие поисков, связанных с убийством Фарион, или контактов с подозрительными лицами? Комментарий. Зинченко о цифровых следах. Возможные ответы. Нет. Или да, чисто. Цель. Цифровые улики. Что может установить? Поиски, планирование. 28 вопрос. Знали ли вы что-либо о гильзе калибра 9 на 18 мм или оружии, использованном в убийстве?
Комментарий Зинченко о знании улик. Возможные ответы: нет или из СМИ. Цель – улика. Что может установить, если знала инсайт? 29 вопрос. Были ли у вас финансовые переводы или операции, связанные с поездкой в Болгарию или другими подозрительными действиями? Комментарий Зинченко гипотетично. Возможные ответы: нет поездки или обычные. Цель – финансы. Что может установить? Переводы, оплата. 30 вопрос. Готовы ли вы пройти ДНК-экспертизу, чтобы исключить ваше присутствие на месте слежки, связанное с человеком в панамке или перчатках? Комментарий Зинченко о биологии. Возможные ответы: да или нет. Цель – биологические улики. Что может установить ответ? ДНК, присутствие на месте слежки. Почему эти вопросы и конфликты важны? Конфликты Ирины Фарион в партии «Свобода» от ее прошлого в КПСС до скандалов с русскоязычными и увольнениями с политехники показывает, что у нее были враги, включая внутрипартийных оппонентов. Эти конфликты могли создать мотивы для убийства, и София, как близкий человек, могла знать об угрозах. Вопросы к ней, которые может задать суд или сам Зинченко, проверяют ее осведомленность, алиби, связи и поведение. Нет прямых доказательств причастности Софии, но ее статус потерпевшей не исключает необходимости проверки. Допрос 2 сентября может либо укрепить ее позицию как потерпевшей, либо выявить противоречия, которые заставят следствие рассмотреть альтернативные версии, от российского следа до внутренних мотивов в свободе. Как юрист я считаю, что такие вопросы – ключ к справедливости. Они помогают не утонуть в эмоциях или пропаганде, а сосредоточиться на фактах. Роль Зинченко в допросе важна. Его вопросы могут подчеркнуть его невиновность или указать на других фигурантов, что делает этот этап критическим. Друзья, дело Ирины Фарион – это не только семейная трагедия, но и серьезный вызов для нашей судебной системы и общества. Мы не можем позволить эмоциям, слухам или поспешным выводам затмить правду. Допрос Софии Семчишин 2 сентября 2025 года может стать поворотным моментом, который либо подтвердит текущую версию следствия, либо откроет новое направление расследования. Я призываю вас следить за этим процессом, задавать свои вопросы и делиться мыслями в комментариях. На моем канале мы продолжим разбирать дело Фарион, анализировать новые факты и судебные заседания. Если у вас есть информация, которая может помочь следствию или общественной дискуссии, пишите мне на e-mail. Подписывайтесь, чтобы не пропустить разбор допроса и дальнейших событий. Вместе мы добьемся, чтобы правда восторжествовала. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. Увидимся.